Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала Aisin Travel and Life. Сегодня мы с вами приехали в довольно-таки известный супермаркет в Израиле Хеци Хинам. Посмотрим, что здесь продают и какие цены. Мы как-то уже снимали этот супермаркет, но это было года 2 назад. Конечно, информация уже устарела, и мы решили ее обновить. Но и плюс еще к тому, не так давно мы сняли видео на нашем канале о супермаркете российских продуктов Кешет Теамим. И там было очень много комментариев, как хороших, так и плохих. Многие писали нам, что это видео проплаченное, так как все очень чисто, вылизано, прилизано, как будто бы нас специально ждали, заплатили нам за рекламу. Другие писали, что вообще мы работаем там. Так вот, хочу сказать, что мы не работаем в супермаркете, ни в одном из супермаркетов Израиля, и никогда не работали. Тот, кто смотрит наши видео и знает нас давно, знает, что я работаю уже много лет в гостинице Hilton, у Влада свой бизнес, поэтому никто нам не платил, а все чисто там было и красиво, потому что там действительно было чисто и красиво. Из-за этого как-то для нас было очень странно. Ну ладно, это как есть, так есть. Поэтому сегодня мы приехали в Хеци Хинам. Давайте посмотрим, что здесь есть и насколько здесь будет то же самое чисто. И еще хотим для вас снять, здесь очень хороший выбор готовой еды. Если вы помните, посмотрите наши видео, я оставлю ссылку в описании Кешет Теамим. Там тоже мы покупали готовую еду. Здесь мы купим тоже, и в конце видео покажем вам, сколько это все стоило. Давайте, добро пожаловать в Хеци Хинам. И вот мы вошли в Хеци Хинам. Начинаем обзор потихоньку. Здесь есть... Буду уделять внимание скидкам. Здесь хумарим, как бы химия для дома. Ее здесь очень много. Она разнообразна. Вот ваниш, пожалуйста, 16 шекелей вместо 20. Пошли дальше. Здесь шампуни разнообразные. Тоже вот видите, 20 шекелей на 2. И так далее. Очень много бытовой химии. Ну и как в каждом большом супермаркете огромное отдел химии для дома. Пожалуйста, вот. Все, что хочешь. Выбор огромный. Да, скидок очень много. Но я хочу сказать, что цены действительно очень приятные. Вот если смотреть в других супермаркетах, то вот смотри, мешки для мусора там 9,90, да, кому надо. Но это реально нормальная цена. Эти тоже скидка 18,90. Есть эти пакеты для еды, да, вот это пакеты как с сэндвичем, да, 4,90, 5% скидка, 50%, ну нормально. Что еще тут есть? Что еще? Перчатки, ну небольшая скидка, 29,90, 24,90 вместо 29. Дальше с продуктом. Особое внимание уделяю алкогольным напиткам, хотя я практически не пьющий. Просто иногда снимаю интересные вещи, но здесь в основном израильские вина.
Вот, особой аттракции я не вижу. Вот 80 шекелей за 2. Есть и Кармель здесь фирма, и другие фирмы. Крепкие напитки, не думаю, что сильно цены отличаются от других магазинов. Вот, они есть. Здесь, конечно, нет напитков, как в моем нашумевшем видео про дорогие коньяки японские в аэропорту Вены. Если вы видели, посмотрите обязательно. У меня есть шорт, который взорвал, можно сказать, YouTube. Вот. Ну, вот так здесь есть 70 за 2. Вот. Разные израильские винодельные. Вина здесь много. Уделяется большое внимание винам. Шабатные вина. Мартини. Вот такие примерно цены. Водка. Классика. Водка русский стандарт. 0,7. 80 шекелей. Водка получше. Грей Гус. Такая цена. И так далее. Начнем с молочной продукции. Здесь в основном в Хеци Хинам представлена израильская продукция. Израильских производителей, израильских фирм. В отличие от Кешет Тамим, например, и от других, от Тифтама, где есть израильские, но много очень из стран СНГ и из других стран. Здесь все кошерное. Это израильский супермаркет. Сыры, да? Что это за сыр? Да, я взяла обычный эмик. Эмик, да, сколько стоит? Для пиццы. Вот этот 16,86. Да, Разная цена, идет для зависит пиццы от хорошо, веса. да. Молочных продуктов очень много. Израильские продукты славятся своим качеством молочки. Можете написать мне в комментариях, если вы со мной не согласны. Критику воспринимаю. И очень даже положительно. Вот есть такой отдел, где могут нарезать сыры разнообразные. Йогуртов очень много. Все невозможно упомянуть. И сыры. И вот мы приблизились к отделу готовых продуктов. Сначала печености. Ну, печености здесь никого не удивишь. Очень много пекарен в Израиле. Вот мы и приблизились. Смотрите, разнообразие: плов, рис, с мясом рис, такой плов. Смотрите, какое разнообразие. Картошка в любом приготовлении. Пюре. Выбор есть. И все свежее. В воскресенье обычно завозят сюда. Мы как раз сегодня воскресенье мы снимаем. Рыба, да? Рыба, это рыба в кляре. Рыба в кляре. Рыба без кляра. Рыба в томатном Рыба с соусе. овощами. Рыба с овощами тоже хороша. Такая рыба. Мясо. Это что у нас? Цены мы не озвучиваем почему-то, да? с тобой? Да, здесь по граммам все, 100 грамм. Ну, цены не маленькие прям. Но терпимо. Что-то купим. Да, смотрите, грибы. Полно всего. Вот какие-то тефтели здесь в соусе, да? Мы эти брали. Мы эти брали вкусные, да, тефтели. Мясо, овощи, тоже грибы тушеные. Это что у нас? Это брокколи? Спаржа. А? Спаржа. Ой, спаржа, то есть брокколи, извиняюсь. Спаржа. Курица. Крылышки, ножки. Шницеля в сладком соусе.
как шаурма. Вот смотрите, шаурма. А вот паргит, шашлычки куриные, и индюшиные тоже, сосисечки. Да? Очень аппетитно все выглядит. Дальше что у нас идет? Дальше у нас идет голубцы. Очень вкусные. Вот эти мы берем, да, постоянно. Вот цена. Макароны. С пастой, да, с чем-то. Паста, то есть с оливками. Ага, вот такая есть. Курица-гриль. И вот уже здесь восточная тема, да? Вот эти нудлис, макароны эти, да? Нудлис, пожалуйста, со чем хочешь. С курицей, без курицы. Разнообразие есть. Вот цены. Все, мы идем покупать. Мясной отдел тоже обширный. Вот мясо полно, курица, индюшка. Вот цены. Большой отдел. Вот такое разнообразное мясо. Смотрите, какие индейки. Вот здесь тушки. И не только. Такие цены. Мяса очень много, оно разнообразное. Идем дальше в рыбный отдел. Здесь говядина. Бакар. Такие цены. Свежие. Сегодня воскресенье. Сегодня как раз завоз. Идем в рыбный отдел. В прошлый раз, когда мы здесь снимали, я вам скажу одну особенность. Почему я снимаю так довольно-таки бегло. Вот денис стоит 80 шекелей, его полно здесь. Рыба во льду тоже свежая. Был такой неприятный инцидент, когда я стал снимать. И только здесь, кстати, я с этим столкнулся, что продавцы начали на меня возмущаться, чуть ли не сейчас не вызовем охрану. Снимать здесь нельзя. То ли они боятся конкуренции, то ли, не знаю, я лица, в принципе, не снимаю, стараюсь не снимать. Тех, кто продает. Но просто, типа, нас хотели даже прогнать. Поэтому было очень странно, потому что это, наоборот, как бы какая-то небольшая реклама этому заведению. И, в общем, не очень было приятно. Скажите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Я, конечно, частную жизнь я охраняю в своих съемках, но стараюсь не снимать людей и даже посетителей. Как бы стараюсь фокусироваться на продуктах, но вот такой инцидент был. Я смотрю, сейчас опять начали коситься на нас. Вот так. Когда мы снимали видео про кешет тамим, там была рыба, как она называлась? Соломон обычный, да, по 90 шекелей. Да, соломон точно. Филе. И филе, да, филе соломона. И в комментариях начали говорить, что где вы такие цены берете, так дорого. Здесь то же самое, соломон тоже стоит те же деньги, да? Филе 89, Филе... а стейк 79. Ну, примерно такие же цены. То есть это обычная цена для Израиля. Поэтому люди, ходите больше по разнообразным супермаркетам, тогда вы точно будете знать цены. Мы большие поклонники оливкового масла. Всегда у нас присутствует в рационе. И вот Яд Мордехай, 750 миллилитров. Вот такая цена. Думаю, что это нормальная цена. Вот здесь есть и другие фирмы дешевле. Вот Мифца есть. Вот, но берем Яд Мордехай, она очень качественная. Идем на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж.
Здесь есть разнообразная посуда и одежда. Как бы все для дома. Посмотрим, что здесь есть интересного. Такой отдел, здесь есть одежда, нижнее белье. Везде есть скидки. Кто интересуется этим в супермаркете. Причем выбор есть, да. Мужское нижнее белье. Вот здесь, пожалуйста. 20% скидки. Отдел большой. Одежда и мужская, и женская. Посмотрите, здесь есть интересные вещи. Смотрите, какая сумка мохнатая. Стоит она 230 шекелей. Это женская одежда. Довольно-таки модная. Есть, если Хавер Мадон. Здесь есть скидки на все это. Интересно, сделали прямо здесь на втором этаже бутик. Детская одежда в ассортименте. И вот посуда. Посуды тоже много. Здесь стаканы, бокалы. Чашки. 15 шекелей за 2 кружки. Красивые. Смотрите. Для кофе, для чая. Пожалуйста. Набор для виски. Цены я не вижу. Еще чашки. 20 шекелей 2 тоже красивые. И стеклянные стаканы. 4 штуки. 4 стакана стеклянных за 20 шекелей. Тоже разнообразные формы. Фирма Нааман. Кастрюли. Сковородки. Все, что хотите для готовки. Это одна из наших любимых фирм Солтан. Солтам. Очень качественная посуда. Такие модные кастрюли. Ассортимент большой. Посмотрите, вот тоже фирма Солтам. Сковородки по скидке. Очень качественные. У нас есть парочку таких, да? Полно всего для кухни. Стенд за стендом. Есть практически вся утварь кухонная. И по хорошим ценам. Есть здесь и отдел бытовой техники. Вот, пожалуйста.
миксеры, всякие мешалки для теста, тостеры разных фирм. Есть здесь и сантехника, товар для дома. Есть что купить, есть что выбрать. Сегодня упор был на еду, так что не обессудьте. Посмотрите, здесь есть такая распродажа на бытовую технику, пылесосы по 400 шекелей. Такие похожи на Dyson. И пылесосы. И домашний робот-пылесос. Вот здесь аттрактивная цена есть прям 400 шекелей. Ой, то есть, извиняюсь, 499, 500 шекелей. Вот такой Xiaomi. Робот-вакуум. Домашний пылесос. Робот-пылесос. Очень даже хорошая цена. В заключение могу сказать, что этот суперский супер очень огромный, очень большой. Здесь можно пропасть на полдня. Вот, цены довольно-таки приятные. Вот, сами можете убедиться. Мы здесь не первый раз, конечно же. Это близко от Хулона, где мы живем. Опять же, повторюсь, это промзона Ришон Лециона. Вот, и вот такой большой Хетци Хинам. В овощной отдел я не заходил, потому что не думаю, что овощи будут вам так интересны, как и другие продукты. В общем, до новых встреч, друзья. Всего хорошего. Смотрите наши видео. Пока, друзья. И вот мы начинаем распаковку. То, что мы купили в супермаркете Хетци Хинам в Ришон Леционе. Это наша традиция уже делать распаковки. Ну, это так себе распаковка, потому что, ну, не то, что так себе распаковка, хотела сказать, что в сравнении с Кешет Теамим мы тут много не напокупали, мы в основном купили продукты готовую. Да, готовую еду. В этот раз был упор на готовую еду у нас, и видео было с таким посылом. Давай начнем с чего? Оливковое масло. Не помню, 41 шекель стоил. Да, в общем, сыр. Это я вообще не помню, сколько стоило. Печенье 7 шекелей упаковка. Это 20. Гигиена 20 шекелей. 20. Это вот такие, да, варежки на зиму. Сами понимаете, для чего. Это у нас моющее средство Ферри, популярное. Шампунь Доктор Фишер. Шампунь Доктор Фишер. 800 по 20 шекелей. 20 шекелей. Все, на этом закончилось. На этом... нет. Нет, еще что-то. Селедочка. Вот еще есть селедка. Угу. Сколько? 34. 34 шекеля. Вот такая упаковка селедки. Это какая она? Норвежская, да? Да. Норвежская. 34 шекеля. И еда. Плов с Так, рисом. еда. Значит, это плов с рисом. Вот. 37 шекелей. Сколько там? 540 граммов. Картошка. Картошка. Вот такая картошечка вкусная. 24 шекеля с чем-то. 700. 700 грамм. Рыбу всю разобрали. Рыбу все забрали, нам осталось только 2 спинки, но они довольно-таки большие. 30 шекелей, 380 грамм. Рыба вкусная, она в кляре мы ее уже брали. Да. Реально вкусная. Дальше. Да, нет, это эти цицоты. Да, цицоты, фрикадельки. Фрикадельки. Цена 34 шекеля за полкилограмма. Очень вкусная вещь. Вот. Это нудли с чем? С курицей, да? С курицей. С курицей вот такая вот упаковка. 770 грамм, 46 шекелей. 770 грамм. Это у нас что, спаржа? Да, спаржа с грибами. Ну, можешь не разворачивать так? Ну, Я сниму. уже. Спаржа с грибами. Вот такая вот 25 шекелей, 470 грамм почти. И голубцы.
голубцы. Голубцы, не буду открывать, потому что там соуса полно. Да, голубцы в собственном соусе, как бы 46 шекелей, 590 почти 600 грамм. Но мы взяли, Мы взяли 2 упаковки, 6 штук. Они очень большие и очень вкусные. Вот, собственно, все, да? Вот они какие. Да, вот они какие. Они реально большие. Вот такие голубцы. Так, но если разобраться, вот посмотрите, Да, сколько, да, наш счет, где 5, 6, 7, 8 коробочек. кабала? Вот цена. Все, что мы заплатили. Вот все, что мы заплатили, такая цена. И в итоге сколько у нас получилось? 477 шекелей. Да, вот, пожалуйста. В кешете это сколько было? Где-то 500 с чем-то мы заплатили, да? Да. Но Ну, мы там в делали кешете- не такой упор на готовую кухню. Мы там не так много купили, просто Да. в основном, ну, я не знаю, насколько там разница в цене, потому что надо было прицельно смотреть. Мгм. Смотреть голубцы, сколько стоит рис, в общем, это я не знаю, не могу сравнивать. Но в целом покупками мы довольны. В общем, заканчивая это видео, хочу сказать, что да, покупкой мы довольны, и в Хецхинам очень свежая готовая еда, так что приезжайте, сами можете попробовать. Всего хорошего, друзья, до новых встреч, смотрите наши видео, подписывайтесь, пока.